активировали мы, то есть сделали Telegram, поэтому можете туда переходить, там контакты есть. И пообщаться, можно задать вопросы. Да. Потому что вот один подписчик, мы с ним разговаривали, он сказал, что контакты очень тяжело найти в Ютубе. Теперь они есть. А теперь вот они есть, да. И на главной страничке будет тоже. Вот, и на главной странице. Ну что? Шапки профиля. Будет фотография на фотографии WhatsApp. Так, ну вот. Что, подождем пока... Закреплена ссылочка для поддержки автора, а также можно через карту Сбербанка оплатить поддержку и задать вопрос, и получить быстрый ответ. Вот, ну тут здесь описано, по-моему, это. Да, все я описал, но все процедуры. На всякий повторяю. Да. Ну, как бы подождем, пока больше будут набираться людей. Больше. Ну и там, конечно, вы активируете. Задайте вопрос, во-первых, Александру, чтобы он вам поднял темку. Тревожное расстройство. Слава, не перебивай. И там вы как раз активизируете свои вопросы, натолкнете меня на некие мысли. Читать. Да, только не став вот так под уклоном, это получается, так что больше как бы пробую ровно. Нет, я имею в виду вот эту камеру. А если делаю ровно, она у нас зацепляет. Нет, еще надо не цепанет. Нормально. Ну все. Нормально, да? Тогда вот так поставлю, да. Нормально. Я вижу тебя хорошо. Так, всем здравствуйте. Давно не были в эфире уже. Давно не были. Делали запись как бы не прямого эфира, а делали запись с человеком, которому я помогал выходить с нашего городка. Думаю, интересно получилось запись. Но у нас есть там что-то вот здесь кубики начинают. Где? Вот здесь. Раз, ты что-то дергаешь. А, это мышка сделала. Вот. И у нас есть с ним, это только мы выложили часть эфира, как бы, который мы снимали на телефон. У нас есть еще полный с ним эфир. Но у нас там интересно идет продолжение. Там у нас уже его рассказ идет под употребление спиртных напитков. Как бы заодно я хотел вам всем показать. Кто-то из вас, возможно, многие столкнутся с такой ситуацией, когда у вас будет страх перед употреблением спиртных напитков. То есть у вас будет возникать страх, а страх связан, вот я вспоминаю, это как бы потеря контроля над своими мыслями. Ты как бы с ними работаешь, и вот ты думаешь, если ты выпьешь там немного спиртного, то ты потеряешь вот этот контроль над своими мыслями. Я помню, проходил эту ситуацию. Поставлю сюда. Меня цепляет вот этот телефон. Ну и Давай. Вот. И вот я заодно хотел бы показать, ну, как бы снять с этого парня, потому что он первый раз был в эфире. Конечно, человек тоже испытывает немножко вот напряжение. Это же получается как бы что-то новое для тебя. Это всегда для мозга неизвестность. Она всегда вызывает у мозга вот такое, как бы у тебя напряжение, тревожность такую легкую. Потому что, ну, как бы публично выступать. И поэтому мы что сделали? Мы сделали дальше интересно, мы стали продолжать вот нашу с ним беседу, стали продолжать под употребление там, ну много мы не выпивали там, но под употребление спиртного напитка. И чтобы он раскрепостился, ну, конечно, там потом пошел, уже когда он раскрепостился, пошел там у нас нецензурный такой сильный лексикон, поэтому мы как бы, ну, неудобно, решили, что неудобно вылаживать это в эфир. Ну, а если у вас будут сильные такие желания посмотреть его рассказ, ну, вообще вот наш диалог, как там было дальше на этой съемке, то
по вашим просьбам мы можем этот эфир, наверное, выложить в нашу соцсеть. Там идет вот простой народный разговор под 100 грамм под закусочку и с употреблением крепкого словца такого. Вот простой у нас идет там диалог за столом уже то, что называют закусью и со спиртными напитками. Поэтому, если вам это будет интересно, то куда, чтобы люди написали В просьбу? комментариях Да, в пишите, комментариях. или в Телеграм. В шапке профиля есть Телеграм, ссылка на Телеграм или ВКонтакт. Вот там напишите, если вам будет интересно полностью тот эфир, который мы вылаживали последний с Алексеем, то мы тогда, если будем видеть, что вам это интересно, тогда, наверное, мы выложим этот эфир полностью записанный. Там, наверное, он у нас получается 27 минут, полчаса. Вот, там больше не эфир, это интервью. Да, это ну, видео, интервью. запись интервью, да. Вот. А в целом, сколько он у нас получился? 27 минут. А тот подводочку 1,5 часа где-то все вместе, если совместить. Все вместе, если в совокупе брать вот этот получасовой эфир и тот, получается 1,5 часа. Да. То есть под водочку там идет эфир час, целый час. Поэтому будем ждать ваших комментариев. Если у вас будут такие пожелания, чтобы мы тот эфир выложили полностью, то тогда мы его выложим на наш канал, чтобы вы посмотрели. Вот. Так, буду строить и готовить. Здравствуйте, здравствуйте. Так, всем привет, давно не виделись, потому что, как бы, да, тоже у нас свои трудности, свои вопросы, поэтому не всегда удается сделать так, как хочется. Вот. Так, ну что, уже 11 человек. Я думаю, у вас за это время накопились вопросы. У каждого они свои, поэтому задавайте вопросы, и я буду пробовать отвечать, понимать вас, что у вас происходит, что вы имеете в виду, написав мне какой-то вопрос, и буду пытаться ответить вам на ваши вопросы. Что именно вас интересует. Накопилось в процессе выхода с этого состояния, там возникает постоянно у тебя куча вопросов, на которые тебе нужны ответы. Это уже я анализирую себя, как у меня это было. Потому что там постоянно у человека возникают вопросы, которые он либо неправильно трактует, и из-за этого идет ложным путем, либо тогда пугается, либо вообще на какой-то вопрос у человека просто нету ответа, а ему нужно получить этот ответ, чтобы разобраться с ситуацией, что вот у него происходит и как дальше двигаться, в каком направлении. То есть, скажем так, двигаться дальше в правильном направлении, а не идти по ложному пути. Вот, поступил первый вопросик. У меня сегодня вам два меня в течение дня, когда приступ тревожности и мозг начинает обманывать, мысли искаженные, руминация. Да, я понимаю. Смотрите, как работает взаимосвязь тревоги и мыслей. Они между собой взаимосвязаны. Мысли запускают тревогу, ну то есть ситуация, потом у человека возникают мысли, запускают тревогу, а тревога воздействует на наше мышление, то есть она его искажает. Вот это как мысли и тревога, это как брат и сестра, они все время на пару работают. Вот. А зачастую человек ищет только как бы один ответ, вот у меня тревогу
что вот у меня запускает тревогу, как бы он работает именно с одними мыслями, но нужно работать одновременно с самой тревогой и с мыслями одновременно. Как работать с тревогой? Вот смотрите, когда вас начинает накрывать, то, что я называю, вот оно гонит тебя, вот все, пошел страх, а страх, что он усиливает тревогу. То есть смотрите, мысли запускают тревогу, и страх, он тоже запускает у человека тревогу. То есть получается, вот я просто рассуждаю, сижу, получается это как бы двойной ответ. И то, да, запускает тревогу, верно? Вот. А страх, он еще усиливает тревогу. Вот когда у нас происходит, ну вот, объясню на ситуацию, вот у вас сжала грудь, то есть, что у тебя? Это ситуация, это есть тоже ситуация. Ситуация, как может быть внешняя, то, что называют, ну, триггерами, фобиями, там, страх идти, например, ехать в метро, например. То есть человек, когда туда идет, все, у него нагнетается страх. Точно так происходит с нами, с нашими телесными проявлениями. Если у тебя там онемела рука, например, онемела рука, все, у тебя сразу автоматическая мысль, что, ой, наверное, инфаркт. Тут же все, у тебя пошел по тебе работать страх. А страх, все, он тебя начинает раскручивать, все, у тебя пошло вот напряжение усиливаться, а напряжение что? Напряжение работает по мышцам и как бы по остроте вот ощущений. То есть как оно работает по остроте ощущений. Смотрите, ну вот как я раньше рассказывал, представим, наша нервная система, сама нервная система это провода. То есть это провода, по которым ходит ток. То есть нервная система, по нервной системе, как идет сообщение, это электрические проводники. То есть пошел там определенный разряд электричества, раз, и мозг сообщил там нашим органам, нашим телом, вот так, нашему телу там, вот так он сообщает некую информацию. То есть если у нас страх, и еще такой момент на стрессе, то есть что такое страх, это стресс. На стрессе у человека обостряются чувства. У человека на стрессе обостряются чувства. А почему, для чего это происходит? Это нам дано природой, чтобы мы там зверя услышали, то есть обострение наших чувств, оно влияет на более, скажем так, мы начинаем более лучше слышать, например. У меня просто был такой мужчина, он носил наушники, потому что любой звук у него сразу бил по мозгам. Настолько на стрессе было острое восприятие внешнего мира, что у него сразу любой звук, вот, который в простом состоянии, вот эти звуковые сигналы ты воспринимаешь нормально, а на стрессе, на сильном стрессе все, для тебя это остро, для тебя это сильно слышно, для тебя это больно, потому что обостряются наши чувства. Вот. И тут же есть другая сторона медали. Еще на стрессе может быть идти дереализация, наоборот, мозг начинает тебя защищать, и у тебя реальность ты не воспринимаешь такой, как она есть. Вот тоже получается как бы дуэлянтность, то есть двойственность такая. Если у человека нет дереализации, вот, например, у меня, когда я был в этом расстройстве, у меня особой дереализации не было. Я вот помню, ну, скажем, несколько раз, может, ну, немного раз проявление, вот у меня, да, мутное, оно плыло, вот раз я иду, у меня картинка плыла. Но в целом у меня не было, вот мозг меня не защищал от стресса, и поэтому все вот эти проявления, которые со мной происходили, я их чувствовал на полную силу, на полную ту силу, что делал мой мозг со мной. То, что мой мозг
делал с моим телом. Меня крутило, ломало, меня настолько сжимались мышцы, что у меня как бы спину выворачивало. Вот я ехал на машине сбоку как бы пассажиром, и настолько вот был страх, то есть вот у меня один из страхов, это ездить было на транспортном средстве, и вот именно я его проходил путем боишься собаки, иди к собаке. То есть я, ну, постоянно ездил, как бы все равно ехал, только я за рулем не ездил, я не мог ездить, потому что тебя там так крутит, тебя там так кроет, что ты просто не сможешь ехать за рулем. Я ездил как бы на пассажирском сидении. И вот меня долгое время крутило, выкручивало, ломало, крутило. У меня не было дереализации, и все эти болевые ощущения я ощущал в полную силу. Это полный ад. Я вспоминаю, это полный ад от этих болевых ощущений, но ты как-то к ним потом привыкаешь, и боль эта, она уже как-то становится не такая больная, как она изначально вот это все тебя поражало, все это тебя ломало, потом ты вот как бы учишься терпеть, ты как бы к ней привыкаешь отчасти, вот. Вот что я вам хотел рассказать. То есть дереализация, наоборот, человека защищает, человек не испытывает такой сильной боли, когда он находится на дереализации, его мозг, он не воспринимает вот то, что с ним происходит, и внешнюю среду адекватно, то, что называют адекватно. Нет адекватности восприятия ситуации. Если дереализации нету, то всю эту боль ты воспринимаешь во всей ее красе в переносном смысле. Вот. Так. Мысли, да, и тревога, вот то, что я сказал, и тревога сразу будет работать по вашему мышлению. Это вы заметите, это вы потом со временем заметите, что мысли, они тоже вот появляются, вот эти навязчивости на определенном уровне тревоги. Я это замечал, что когда у тебя тревога сильная, то есть, иными словами, я еще скажу, как бы, вот эта руминация, она идет как магнит. Вот у меня такое ощущение было, вот тебя как будто вот засосало, у тебя крутит это твое мышление в голове, голова болит, тебя там сдавливает, либо распирает, и ты с этого мышления не можешь никак вырваться. Вот как будто взяли мощный магнит, вот твоя голова мощный магнит, и тебя вот это мышление захватывает, и ты не можешь с него вырваться. Я помню, ходил днями, считал окна, деревья, вот, ну, один из моментов, чтобы мне переключиться. Потом уже я придумал приемы, которые тоже помогали мне переключаться. И вот я только на минутку, на какую минутку, там, буквально на 10 секунд ты вроде выщелкнулся, раз все, ты забыл. И тут же он тебя назад вот всасывает, вот как будто пылесос пыль всасывает. И так мощно тебя назад затягивает в эту руминацию снова. И ты снова начинаешь с этой руминацией бороться, ты снова начинаешь с нее выходить. Вот это начало было моего пути, когда тебя вот все, ты за долгие годы, ты все время думал про свое состояние, то есть ты сформировал себе тревожное мышление, потому что ты не знаешь, что с тобой происходит, тебя это пугает, и ты тревожишься, и ты себе формируешь такое мышление. Еще оно, по-моему, в психологии называется выученная беспомощность. Это тревожно-депрессивное вот это мышление, которое уже в мозгу человека формируется, и оно происходит на автомате. Вот день и ночь ты уже только гоняешь эти мысли по кругу про свое состояние. Так вот, что я вам хотел сказать. Да, потом вот эти накрывания идут. Так, я вот уже вспоминаю, и уже вот у меня все равно мозг уже подтирает, уже тяжеловато вспомнить, как оно уже происходило, как оно происходило. Еще тревога, я помню, вот с этой руминацией ты вырываешься, но это
это происходит после фазы панических атак. Вот когда идут панические атаки, ты их проживаешь, выдерживаешь. Потом я уже их как бы, когда они послабели, я уже, как называю, я их давил, атаковал паническую атаку. Делал атаку на паническую атаку. Как она только начиналась, я начинал злиться и кричать: давай сильнее. То есть это уже там выходишь в фазу восьмибальной такой, уже не назовем это панической атакой, потому что на панической атаке у тебя мозг отключается, у тебя вообще вот отключается, я уже это не раз рассказывал. А вот такая прелюдия, когда ты уходишь в фазу восьмибальной панической атаки, она как бы поднимается, но соображать ты еще можешь. Да, тебя гонит страх, но ты соображаешь. Ты соображаешь, что вот тебя гонит страх, и вот тогда я учился как бы атаковать. Где-то просто выдерживал, терпел, она поднималась, потом опускалась. И я это замечал, запоминал. И так постепенно оно теряло силу, теряло силу. Но потом, да, вы еще попадете в такой момент, когда тебя будут разгонять твой мозг. Ты как бы идет такой интересный момент, то, что называется самозапугивание. Ты запугиваешь себя своим мышлением. Вот оно раз, где-то, наверное, какой-то триггер срабатывает, и все, тебя начинает гнать, все, идет искаженное мышление, и ты начинаешь вот, паниковать и закручивать себя. А именно ты себя закручиваешь, запугивая мыслями себя. Но оно идет, не ты как бы эти мысли сам себе говоришь, а эти мысли как бы рождает твой мозг, и у тебя идет такой момент самозакрутки, я помню. И я помню, особенно вот когда ты тренируешься, вот это, вот я вспомнил эти моменты, сначала у тебя оно плохо получается, и ты все время паникуешь. Вот у тебя что-то начинается, ты, ой, что применить вот на эту ситуацию, что мне надо применить, там, что сказать, или как там, что сделать, и ты, и вот такая растерянность, и ты начинаешь нагнетать больше и больше страха, и тебя, начинает нести, но постепенно, когда ты по полочкам раскладываешь, у тебя лучше и лучше получается. И второй такой момент, я четко вот, мне приходят эти воспоминания, я научился вот эту панику мышления останавливать. Я как бы останавливал командой: стоп, хватит, дай я подумаю. Но это я не так говорил, как сейчас, вот стоп, хватит, дай я подумаю. А я как бы кричал, я как бы вызывал злость. Вот все, меня начинало запугивать мое мышление. Я: стоп, хватит, я сказал, да, я подумаю. И там, ну, условно, где-то раз на 20 я так делал, а потом я так как выругался: стоп, хватит. И я смотрю, эти пиу, как-то мысли исчезли. Вот они просто пау, и куда-то исчезли. Вот они были, вот это шло, накрутка самозапугивания, а потом пью, они куда-то пропали. И я думаю: оба, нифига себе, блин. И уже не надо ничего применять, какой-то прием или что, они все исчезли, и у тебя нормально, у тебя ни страха, ни тревоги нету. Вот такие моменты у меня в памяти остались. То, что вот сейчас я вам рассказываю. Так, искаженное. Так вот, буду строить и готовить. Один из главных моментов в этом расстройстве — это нужно научиться управлять своими мыслями. Вот то, что я рассказываю. Отделяться от них, останавливать их, дистанцироваться, отодвигаться, налаживать на них, на свои тревожные мысли, песенки, вот как кассета играет, да, вот раньше кассеты, помните, были, то есть на мысли свои ты петь начинаешь, мелодии налаживать, и мозг их не воспринимает, то есть это и тоже дистанцирование, ты как бы их не обдумываешь, а пропеваешь как песенки, вот. И постепенно их, эти тревожные мысли затираешь. Это вот как кассеты раньше, помните, играли, еще Советский Союз, магнитофоны и кассетники были. И вот ты, когда записи делаешь, берешь, когда тебе нравятся какие-то песни, ты начинаешь записывать с другого какого-то, с другой аппаратуры, начинаешь переписывать себе на магнитофон некие песни, затирая старые песни. Вот так интересно происходит, ты постепенно затираешь, точно как и триггеры.
Вот эти мысли, как бы мозг тогда их, я помню, он тогда их не воспринимает, эти мысли как бы всерьез, потому что у тебя эти мысли тревожат, они там тебя пугают, а ты мелодию на них налаживаешь, и мозг их воспринимает как слова из песенки, то есть, понимаете, а просто слова из песенки, что там ему бояться, это же слова из песенки, то есть. Саня, на видом скажи, кто хочет, может быстро задать вопрос, получить Да, ответ. кто вне очереди, кому срочно нужно, то у нас через донацию можно, да, задать Она закреплена у вопрос, и я на эти вопросы буду стараться обязательно ответить, то есть буду В им, первую очередь. буду, да, давать им приоритет. Вот, так, у меня сегодня вам два вопроса. Так, второй вопрос. Получается, если ты можешь выйти из руминации и нормализировать состояние, это получается в моменте гормоны восстанавливаются. Получается в течение дня они гормоны могут меняться. Но я бы сказал, это не гормоны там, ну где-то отчасти там, там происходят биохимические какие процессы, понимаете? Мысли вызывают у нас что? У нас вызывают биохимические процессы, то есть эмоции вызывают некие биохимические процессы. Если у нас радостные мысли, мы смеемся, это серотонин. Если мы пугаемся и тревожимся, это кортизол. Серотонин, кортизол – это химические вещества. То есть мысли порождают, скажем так, не материя порождает материю. Материю, то есть химические вещества – это уже некая, наверное, там жидкость получается, верно? То есть это уже материя. И что еще интересно, наши мысли производят белки. Белки. Я вот Петра Горяева смотрел, очень интересный мужчина такой вот. Получается, с наших электрических мыслей это электричество, правильно? И вот электричество порождает материю, то есть нематериальное порождает материальное. Наши мысли порождают материю, вот биохимические составы, да, процессы запускает. Ну и также, как мы строились, тоже вот интересный вопрос, вот, а как мы росли, вот как мы с маленького как бы выросли в большое. Мы думаем, о, там, ну, клеточки делились, но этими же клеточками кто-то управлял, и же кто-то делил, верно, эти клеточки. Интересный такой момент, я вот, пришла мысль, и вот интересно, а клеточки не могли там сами делиться, это нужен процесс, это нужно чье-то управление, программа, да, правильно ты сказал, нужна некая программа, которая эти процессы делает, деление. Можно остановить на каком-то уровне. Деление, да. Вот сейчас идет же, ну как идет, его тормозят развитие именно в сторону квантовой генетики. Фильм «Время», как люди останавливаются ровно на возрасте 25 лет, и у них идет здесь время. Это как деньги, время. Время, да. Да, и они заканчиваются, раз и умирают. Они могут миллион лет жить, если у них Ну есть там, время. да, рассчитываются временем. То, как у нас с деньгами, да, есть Да, такой там фильм. временем. Очень интересный фильм. Время, да, кстати, время называется, рассчитываются временем. Да. Так, вот немножко ты меня с мысли сбил. Ну, ничего страшного. Ну, Да, это чё? вот по программе того, что человека можно остановить вот в 25 лет, можно затормозить. А смотрите, я сейчас объясню, как, ну там фильм немножко про другое, там про значимость, что самое дорогое в жизни, это время, ничего больше, это твое время, потому что ты живешь определенное время. Но есть интересное такое изучение вопроса, наше время можно затормозить, и время можно ускорить, увеличить. Вот. А время, если сжимать время, возникает энергия, есть сжатие и растяжение времени. Это все вот Петр Горяев. Сжатие, растяжение. Вот есть такие случаи были, но эти случаи очень редкие, там один может на миллион. Самовозгорание людей, и люди сгорают за считанные секунды, одежда остается, а с человека пепел остается.
Есть такое, да. Вот это Я смотрел происходит, эти фотографии, я да, сам смотрел. вот это происходит резкое сжатие времени, а резкое сжатие времени Он сливает. усиливает температуру. А усиливает или он сливает просто? Так Вот? это, а с чего ты сгорел? Ты же температуру себе поднял, понимаешь? То есть ты с 36,6 градусов поднял там до 1000 градусов свою температуру, и, конечно, ты все в Ну пепел. да, вот как монахи себя греют, сидят на льду, и Да. вот здесь у них в солнечном сплетении свое солнце они называют. Но это как бы ты идешь через самовнушение, конечно, ты запускаешь химические процессы себе. И они То есть, греют. ну, если мы берем, что наши мысли влияют на наши процессы разного рода, ну, там уже туда это биология пошла туда, биологические разные процессы запускают у нас что? Мысли. Вот, и клеточки, вернемся, мы же, когда живем, вот клеточки ж делятся. Еще есть такой интересный, ну, факт, ну, Петр Горяй говорит, что факт, что наши клеточки, мы состоим, сколько, я не знаю, там, на миллиарды вот этих клеточек, и вся Вселенная состоит из этих клеточек. Вот все, живое, неживое, дома там и так далее, все это с молекул состоит, молекулы. То есть, ну, молекулярный состав. И вот что интересно, у человека мы состоим из этих миллион клеточек, и эти клеточки, они общаются между собой одновременно, некой определенной речевой структурой. То есть между нашими клеточками идет своеобразный диалог одновременно. И вот эти там миллионы, не знаю сколько их, миллиарды этих клеточек, они друг друга понимают сразу все и одновременно. Вот это тяжело понять, как так может быть. Здесь с двумя людьми разговариваешь, если они одновременно говорят, то ты не улавливаешь информацию. А то вот эти там миллионы или миллиарды клеточек одновременно между собой общаются. Некой своей... Ультразвуком, может, каким-то, или наоборот. Своей... Вибрациями какими-то. Так именно, так это и есть вибрация. Что такое слово? Вот я говорю слово, это вибрация, то есть это пошла волна. Вот как и мысли. Мысли человеку, что приходит мысль, это тоже волна, импульс. Это электрический импульс, тебе в голову раз пришел. Да. Почему я говорю в голову пришел? Потому что я видел, как ко мне мысли приходили извне. У человека мысли появляются двумя способами. Зарождаются в мозгу и приходят извне. Я это видел, потому что я их блокировал. Я видел, что они приходили извне, я еще какое-то время эти мысли блокировал. Потом я их впустил, и мне вот я видел, как они входили, дергаясь, входили вот, как будто мозг их проверяет, потому что я сделал, что мысли для меня опасны, а потом я, когда убеждение стал менять, вот сейчас я вам рассказываю, это с раздела какой-то фантастики, вы скажете, это, ну, бредятина какая-то, вот что он городит, это было у меня на самом деле. И мысли, когда я сначала блокировал, а потом Анна сказала, как бы впускайте, поменяйте убеждение, что мысли это классно и хорошо, я стал впускать эти мысли, и у меня мозг изнутри вот как бы он проверял, и мысль входила, вот она как бы дергаясь, вот тормозя вот такими рывками, чик-чик-чик-чик, он проверял, вот представьте, вот это мой мозг, вот эта рука мой мозг, а это мысль, которая входит в голову. И он ее как бы проверял, и потихонечку ее запускал, а потом она и пошла. Потом вторую, и он где-то у меня проверил, наверное, мысли 2-3, вот он как бы проверил, а потом функция-то исчезла, проверки, вот, все, оно чик, и проверка куда-то это исчезла, и все. И я уже эти мысли не видел, то есть, не боялся, я их уже все не видел, как они там заходили и так далее. Но еще такой вот момент был, вот эту руминацию, то, что крутишь в голове, ну, это я так думаю, я не буду говорить, что это факт, оно так и есть. Я многое рассказываю себя, как у меня это было, и как я это видел, Когда я работал с этой руминацией, убирал это мышление, то есть вот эти мысли,
ты их убираешь, отделяешься, там выкидываешь, отделяешься разными способами. Потом вот это мое мышление, может это мышление было, ну мысли. Мышление это тоже ряд мыслей, верно? Они ходили у меня рядом. У меня еще записан год назад или полтора ролик, называется «Двойное мышление». Я понимал, что это те мысли, но я не видел их смысл. То есть, но я понимал, что это те мысли. Вот оно висело как, вот как будто как облако какое-то. Вот я чувствовал, они со мной рядом ходили. Вот куда бы я ни шел, и как бы возле головы мысли ходили со мной те. Они ходили, я на них как бы ты не обращаешь, ты не начинаешь про них думать, а ты про свое думаешь, потом они чик исчезли. Вот это облако, вот это чувство, как будто это облако раз куда-то пропало, все, ты забыл. Потом оно, оп, снова появились эти мысли. И они вот, такое ощущение, оно не то, чтобы я их не пускал, ну, сам вот специально их не пускал, а скорее всего, это, наверное, мой мозг их уже не впускал в мой мозг, да. Он как бы эти мысли, нет, если отфильтровывал, это значит выбирал. Ну, значит, или вообще... Возможно, он выбирал, но это мне трудно, это всего лишь моя теория, это всего лишь мое предположение. Вот Слава подсказал, может, возможно, он их отфильтровывал, не пускал те мысли, которые не нужны мне, впускал те, которые я не убирал, а те, как бы, может, не пускал. Но второй вариант, у меня такого ощущения, ну, я как-то знал, что это те мысли, которые раньше были у меня в моей голове, в моем мозгу. Как это происходит, мне тяжело объяснить. Мне тяжело объяснить, но это так было. У меня это так было. Они какое-то время ходили сбоку. Как облачко, да? Вот некоторые рисуют Да. облачко мысли такое. Вот здесь сбоку, Да. вот они, у кого-то будут сбоку, а у кого-то будут сзади. Вот оно будет двух вариантов, либо сзади, либо сбоку. И вот они как бы с тобой ходят, вот как будто они к тебе в гости пришли, хотят к тебе зайти, а ты их не пускаешь. Вот как будто ты дома моешь полы, а к тебе там нежелательные гости за дверью стоят и ждут там, когда ты им откроешь. А ты им дверь не открываешь. То есть ты дальше пол продолжаешь мыть. То есть я дальше своим делом занимался, но я видел, что вот это облако висит, что это эти мысли висят. Потом чик, они пропали. Потом смотрю, чик, снова появились. И это было, наверное, недолгое время, я вам скажу, это происходило. Может, пару дней. Вот уже я в эти временные рамки говорить не буду, потому что я уже точно не помню. И когда ты в этом состоянии, ты там точно это не запомнишь, вот эти временные промежутки, ну, как правило, ты не запомнишь, потому что ты тогда про это не думаешь. Ты когда в этом находишься, ты с этим всем работаешь, и ты там не думаешь, а сколько там у меня оно там было. Это я уже когда вышел с этого расстройства, уже вышел, как бы чувствовал себя уже, ну, довольно так нормально, крепко, да, все равно там, оно, конечно, возникает, какая-то там уровень тревожности, но уже довольно себя уверенно чувствуешь, потому что ты уже этим всем овладел, много чего поубирал у себя. И так, и вот я что-то ушел и с мысли сбился. Вот. Да, и вот уже когда я себя уверенно чувствовал, и я довольно еще уверенно, но не совсем такой крепкий был, потому что если вы обратите внимание на начальные мои ролики, которые были записаны коротенькие, там и качество еще плохое, потому что еще не умел вот с этой аппаратурой разной работать.
И то вы увидите, что у меня там еще, когда я рассказываю, как бы такое волнение, тревожность, оно еще где-то вы проследите. Она как бы будет присутствовать у меня, потому что, почему сейчас объясню, потому что когда человек, к нему приходят эти воспоминания того, чего с ним было, это работает как триггер. Понимаете, это работает как триггер, и у тебя сразу поднимается тревожность. И поэтому эти мысли нужно убирать. Нужно убирать, потому что если к вам будут эти мысли, воспоминания постоянно приходить, они будут вам постоянно приходить, они будут у вас вызывать сразу тревогу. Тревогу. И если ты сам начинаешь думать, как бы сам, вот здесь есть два момента интересных. Когда ты, одна из них это ловушка попадания вот в эту руминацию, вот в эту тревожность. Это когда ты сам начинаешь думать про свое состояние. Якобы ты сам. Выученная привычка мозга. И ты не замечаешь, как ты все попадаешь эту ловушку, ты начинаешь крутить вот это тревожное мышление, все, у тебя тревожность пошла, и все, ты залип, ты попал в эту ловушку. Это самая хитрая для меня была ловушка. Это когда якобы ты сам начинаешь про это думать. Но потом я залазил в эти воспоминания осознанно, специально, потому что я тогда уже думал, что я буду помогать людям. А почему я так думал? Потому что это уже на подкорке у меня было. Я много через что прошел, как я говорю, на практически весь букет, который присутствует вот в этом расстройстве. 95% того, что там происходит, у меня было. Почему говорю 95? Потому что смотрел там вот тех, кто действительно был, например, Сергей Бурдук, то он говорил, он тошнил, у меня тошноты не было. У меня тошноты не было. Как-то желудок мой более такой крепкий был. У меня даже особо вот невроз бьет сразу по ЖКТ, как бы одна из уязвимых точек это ЖКТ, наш кишечный, желудочно-кишечный вот этот тракт, вот работает сразу невроз, идут спазмы именно в районе живота, и поэтому у людей диарея, потому что от спазмов идет выпырскивание вот этих поджелудочных соков этих, и, конечно, раздражается желудок, и у человека диарея. Одна из причин тоже, когда люди не могут куда-то идти, либо куда-то ехать, потому что именно жидкий стул, постоянный, неконтролируемый, не дает им свободно передвигаться, не дает им свободно передвигаться в нашей среде, то есть куда-то ехать, куда-то идти, потому что постоянные позывы желудка и человек в туалет, постоянные позывы в туалет. Вот. Но у меня как бы по ЖКТ, потом было чуть-чуть немножко, потом чуть-чуть там немножко, буквально там пару дней, наверное, поэтому у меня ЖКТ особо не работало и меня не тошнило. У меня сильно лупил кардионевроз. Вот это я помню, он меня жарил очень сильно, настолько ярко и настолько было сильно, что мне долго, промежуток хорошего времени пришлось отрабатывать свой этот кардионевроз, где я придумывал уже, понимая, как вот ты устроен, как это вот работает, уже свои какие-то методы работы именно с кардионеврозом. Потому что там у меня сразу чуть-чуть зажало, мгновенно мысль, настолько быстро ты ее даже не замечаешь. И все, и у тебя такое еще больше сжимание за грудины стреляет, болевые ощущения, вот грудная жаба, вот это настолько быстро и мгновенно у меня шло, что ты даже, вот мысль ты не мог я отследить, но потом я как бы дошел, и начал сразу, вот как только у меня начиналось, если я воображал и говорил, то есть
я понимал, что мне надо разорвать эту цепочку, и я натренировался как бы быстро это делать, чтобы не давать мысли разгонять у меня страх, а соответственно тревогу. То есть я вот этот цикл прорывал. И когда уже оно у меня начало гаснуть, этот кардионевроз начал гаснуть, то есть эти проявления меньше становились, я потом просто либо смеялся, либо отвлекался, уже игнорировал эту симптоматику, когда она уже у меня стала неяркой. Вот. Так, еще есть вопросики. Такой вопрос получается, если ты можешь выйти дня, гормоны могут поменяться. Поэтому я думаю, вы немножко не туда копаете, вы копаете в гормоны, а именно вот копать надо кортизол. Это будет работать кортизол, потому что на страхе у вас сразу кортизол будет. Надпочечники будут выбрасывать сразу кортизол. В поясничном отделе у меня был, когда я был на плотном таком страхе, я даже чувствовал, как у меня надпочечники выбрасывают этот кортизол. Происходили спазмы, и вот я даже чувствовал, как оно вот выпрыскивает этот кортизол в районе поясницы, вот оно сразу сжатие, и оно вот как будто тебя, как бы это обрисовать, такими вот внутри, как будто тебе вливают что-то вот регулярно. Вот как только надпочечники все, они бах, сжались, кортизол выбросили, сжались, кортизол выпрыскивается. Вот это, я это очень ярко и хорошо чувствовал и видел, как вот это у меня лупит. Я еще помню, ездил, когда по разного рода специалистам поехал такой человек, был иглоукалывание, у него какой-то аппарат был такой интересный, насколько он, ну, этот аппарат действительность показывает, либо нет, я судить не буду. Я сейчас помню, я, по-моему, вставил или палец положил, и он чем-то нажимал на этот палец. Ну, какой-то датчик такой подкреплен к какому-то такому аппаратуре какой-то небольшой такой, и он датчиком этим как бы мне в палец нажимал. Как оно там, принцип работы, я не знаю. И у меня кортизол зашкаливал, вот уже цифру не могу назвать, но очень далеко его было больше, чем норма. Этого кортизола, содержащегося в моей крови. Вот. Вот такие вещи я вспоминаю, когда ездил и искал помощь любую, ты хватаешься за все, куда тебе скажут, туда ты и понесься. Туда ты и едешь, там скажут, ешь что, ты будешь есть это. Я помню, там и БАДами, типа, ешьте БАДы, там, и все будет хорошо, там, то таблетки, то БАДы, вот. Так, что еще? Так, Туся, здравствуйте, бывали у вас панические атаки во сне, прям в момент засыпания? Как себе помочь, если состояние сонное, толком ничего не понимаешь, днем такого не бывает? Так, Туся, отвечаю на ваши вопросы. Вы именно имеете в виду переход, вот. Я, кстати, предпоследний ролик снял, и там я рассказываю ночные кошмары. Ролик называется «Ночные кошмары». Вот там я рассказываю, как были у меня моменты перехода вот именно с фазы бодрствования в фазу сна. Вот этот промежуточек, он там небольшой, вот когда ты все, твой разум как бы отключается, и ты уходишь в сон. И у меня были такие моменты, они не часто, как бы, ну это даже, я уже скажу, довольно туда уже было на выходе, я вот это хорошо помню. И у тебя раз, ты как бы попадаешь в какую-то страхи какие-то, вот какие-то страхи, ну, я как бы, я быстро с них выходил,
И вот описать, какой там страх, там Фредди Крюгер бегает или еще там кто-то, я не могу, потому что картина у меня нечеткая, но я чувствую, что страх, мозг начинает, вот все проникать, у меня страх, я как бы назад, чик, вернулся в бодрствование, потом переключил себе картинку, начал думать про хорошее, улыбаться, перевернулся на второй бочок и все, и я заснул. И моменты были, я тоже про них рассказывал, но это не паническая атака, то есть это не панические атаки, когда тебя вырывает со сна. У меня, кстати, тоже там одни из первых роликов, есть такой ролик «Ночные панические атаки», можете посмотреть. Я там рассказываю, что я делал и как, и что делать. А именно страхи, именно страхи. У меня вот четко, я помню, был такой момент, вырвал как бы, ну, наверное, какой-то страшный сон снился, я не знаю. Дело в том, еще отклонюсь от темы, но это связано с этим. Я думаю, мне особо кошмаров не снилось. Мне особо кошмаров не снилось. Сейчас попытаюсь объяснить почему. Я думаю, какой-то части из вас будут сниться кошмары, какой-то части нет. Попробую объяснить почему. Ну, я попробую объяснить со своего видения. Ну, я не буду утверждать, что это так, но я предполагаю, что это так. Думаю, что это так. Кстати, мой мозг интересный, я как-то сам догонял, вот он доходил, давал мне какой-то ответ, хотя я так и не, ну, не мог знать, а он как-то сложил именно со всех знаний про психологию и выдал мне такой ответ. Я в какой-то момент начал понимать, что я есть я, а мозг есть мозг. Это мы хотя мы одно целое, но мы две разных субстанции. Почему я так подумал? Потому что ты же не хочешь вот этих мыслей, вот чтобы там у тебя в голове что-то происходило, с тобой что-то происходило. А с тобой все равно происходит, твой мозг тебе все равно это делает. Понимаете, я как-то начал думать, блин, ну я есть я, мозг есть мозг. И потом через какое-то время, наверное, через полгода мне попадается в Ютубе ролик Татьяны Черниговской, и она говорит, что мозг, а вы есть вы. И у меня такой случай был не один. То есть мне откуда-то приходил ответ, хотя я его не мог знать. Я нигде это не читал, нигде это не видел. То есть доселе я нигде этого ну, не видел, и я этого не знал. Но мне как-то мозг сам выдавал ответы, и потом правильность этих ответов я попозже находил, мне выдавал как бы YouTube. То есть случайно вот я по разным темам лажу, и здесь там ролик раз, и я смотрю, человек рассказывает, и он что это так и так. И я, вижу, что мозг мне выдал правильный ответ, что это вот так. Вот, поэтому, вот видите, я все время ухожу в разные стороны, потому что я могу это бесконечно развивать. Сейчас вернемся к нашим снам. Сон. Кому-то будут сниться кошмары, кому-то нет. То, что я говорю. Я думаю, почему. У людей, люди тоже делятся на две категории. В одной части людей у них более развита визуализация. То, что называется, человек думает картинками, то есть образами. А в другой части людей будет мысли приходить, то есть он будет думать словами, речевой структурой. И поэтому это мое мнение. Я не говорю, что это так. Что у кого более хорошо развита визуализация, он привык думать картинками, вот у них и будут сниться кошмары. Почему? Потому что наша ночь это продолжение дня. То есть, если мы находимся целый день в стрессе,
то, соответственно, ночью мы тоже в стрессе. То есть ночью мы круглосуточно находимся в стрессе. А значит что? А значит твой мозг будет мысль отторгать вот эти картинки страшные. Страшные. Вот я про это рассказывал в своем коротком ролике. Вот вы вспомните, если молодость, ну, моего возраста, там, постарше кто-то, помладше, когда были видики, вот помните, видики, видеозалы, видики, и ты пойдешь, там, вот фильм Фредди Крюгер, например, там, бегает с этими ножами, когтями, там, еще такие, вот, Крик, там, ну, то есть фильмы ужастики, и ты перед вечером такие фильмы посмотришь, хотя бы один фильм, вот вечером, скажем так, перед сном, приходишь домой и тебе, как правило, все, за тобой ночью Фредди Крюгер гоняется, все, вот, и ты не можешь убежать, на месте тормозишь, а он там тебя уже практически догоняет, у тебя страх там, понимаете, как оно, ты то, что смотрел днем, про что ты думала, когда ты на страхе, на стрессе живешь, это ж, ну, опасность, 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 и люди думают, что ночью у человека не идет мыслительного процесса. У человека как бы, то есть не мы, ну скажем, как сказать, ну возможно не мыслительного процесса, а люди думают, что нету мыслей. Мысли у человека есть всегда. Типа мозг отдыхает. Типа мозг, да. Ты отдыхаешь, просто, смотрите, природа создала человека так, что у него мысли автоматические, чтобы мы не уставали. То есть мы можем думать, и то, что называют мы не думаем. И человек думает, если я не думаю, значит у меня нету мыслей. Вы ошибаетесь. Просто мы не ведем, как бы специально не напрягаем мозг, не ведем мыслительный процесс, скажем так, под гнетом, то есть под то, что называют «я думаю». А ты можешь сидеть, как бы смотреть телевизор, но у тебя все равно в голове эти мысли, они постоянно, у тебя там идет их движение. У человека, по-моему, в течение суток проходит около 65 тысяч мыслей. Около 65 тысяч мыслей. Но 95% мыслей, они повторяющиеся, и не один раз. Вот как оно происходит. Поэтому, кто думает, что ночью у него нету мыслей, тот глубоко ошибается. Там оно идет, просто вне зависимости от нас. И вот я думаю, наш кошмар, вот это и есть наши мысли. Мозг начинает тебе транслировать. Ты все время на страхе каждый день живешь, на страхе живешь, ты же, у тебя картинки эти страшные возникают в течение дня. И вот оно ночью продолжается. Тем более, что если вы за собой заметите, кто находится сейчас в тревоге, вот постоянной в тревоге, то есть в напряжении, тревоге, то сон у вас будет поверхностный. Сон у вас будет поверхностный. Во-первых, вы не можете заснуть. Это проблема заснуть. Ты там можете отключиться там на полчаса, там на час. Ну, то есть оно все разнится. Второй момент, даже если ты как-то там чуть-чуть приснул, то ты вот, Слава, что-то тут осталось 0,0, вот здесь пишет. Может, Это эфир, так? Может, А это он зарядка? закончился. Нет, это эфир. Все, здесь Да, не дает, да. здесь Ну, да. будем тогда с Ютубом разговаривать. YouTube вези, да. Вот, смотрите. И поэтому вот на тревоге сон идет, он поверхностный. Ты даже можешь чувствовать вот свое дыхание. Ты как будто в таком, как сказать, то ли спишь, то ли не спишь. Вот на это слово будет правильно подобрано.
ты в каком-то полусне, потому что ты все равно чувствуешь вот напряжение, ты чувствуешь там, задыхаешься, ты чувствуешь вот тебя, вот эти нервные тики, вот тебя там трясануло, вот, да, потом вот, когда на панических этих, тебя просто вот меня вырывало со сна, вот ты бах, все, и у тебя страх, и все, и ты начинаешь носиться там по квартире. Я помню, избрал охранительное действие, я уже рассказывал не раз, это бегать ванну мыть. Я сразу ванну мыл, чтобы я, ну, понимал, что мои спят. Это уже было тогда, когда я уже, у меня было понимание, что со мной, как со мной вот оно происходит. То есть это был процесс выхода с этого уже состояния. И я, ну, как, подождите, нет, не процесс выхода с этого состояния. Это было еще, я тогда не понимал, да, я тогда не понимал, но я понял, что вот мои спят, я уже знал, что со мной вот это происходит, меня вырывает, и я как бы уже понимал, что мои спят, и чтобы их не разбудить, не пугать, я как бы в ванну бежал, свет включал, воду включал, брал эту мочалку там и начинал ванну мыть, вот ты моешь эту ванну, тереть ее там, и потом ты раз, тебя вот как бы страх немного предпустил, но у тебя идет трактовка, у меня была трактовка, что за счет того, что я побежал и начал мыть ванну, я не умер из-за этого. И вот я каждую ночь бегал мыть ванну. Это сейчас, конечно, мне смешно, но тогда это не до смеха, когда ты круглосуточно находишься вот в этом стрессе. Вот в этом стрессе. Поэтому, надеюсь, я объяснил ночные страхи, ночные вот с заходом в ночь и сами ночные. Да, кстати, я, наверное, не рассказал, когда я проснулся вот на страхе как-то, но я уже понимал, я учился уже не пугаться, понимая, что мой разум может выдавать что угодно, любые голограммы, пугающие и так далее. И вот я видел, у меня такой силуэт, как бы стоял в смежных комнатах, вот через коридор, когда смотришь, у меня со спальни, а оттуда фонари светят с зала, с другой комнаты, и я видел вот силуэт, вот то, что называют, вот как будто человек в балахоне стоит, то есть вот в этом одеянии, длинный плащ с капюшоном. И вот как будто склонена, немножко преклонена вот голова, то есть я вот как бы этот силуэт видел, но я понимал, что это игры моего разума, то есть это галлюцинация моя. Я начал улыбаться, на бочок отвернулся и как бы раз и снова заснул. Вот такие вещи со мной происходили. Вот. Еще, когда уже на выходе, да, я хорошо выпил, наверное, бутылку 40-градусного, не помню, бренди или чего было. Я уже был тогда такой, ну, довольно уже себя ощущал нормально по отношению к этому расстройству. Я уже всем управлял, поэтому уже такой был достаточно уверенный человек. И вот как-то пришлось мне выпить, вот где-то гулянка у нас какая-то была, и бутылку целую выпить пришлось. Но выпил я бренди там, то ли, ну, что-то с этих напитков. И меня под утро, наверное, часа в 4 или в 5 вырывает со сна страх. У меня страх, но я этого страха уже не боюсь, я не пугаюсь. Вот у меня есть страх, я просто со спальни зашел на кухню, и там тоже, кухня тоже у меня выходит на центральную улицу, и фонари светят. И я стал просто раз и на фонари смотреть. Стал на фонари смотреть, смотрел. Ну, недолго это было, и я смотрю, раз, страх начал оседать. Страх начал оседать. Все, он прошел. Я обратно пошел, вернулся, как бы снова лег спать. Вот что я рассказываю, что, ну, моменты привожу, которые со мной были в реальности и что я делал. Вот, здесь главное, ребята, убирать страх. Вот здесь главное убирать страх, но страх ты как-то начинаешь убирать, то есть мозг пугается, ты не пугаешься, но это все равно как-то приходит с пониманием, это приходит постепенно, оно как-то приходит у тебя понимание, что вот это твой мозг делает, что вот
от этого ты не умрешь. Вот как-то оно вот так происходит параллельно с тренировкой мозга и с пониманием, как это устроено, почему это так происходит, от чего это так, причинно-следственное. Дальше, что происходит, если вот оно так происходит, чем оно закончится. То есть, ну, это трудно сейчас все охватить, мне вот про все рассказать, что там нужно понимать, применять. Там, я совместил все, я совместил многие направления, собрал как бы в единую цепочку. Ну, например, такие Ты как нашел ключик, как говорится. ключики, А, там не один, ключики разные. Я Ну имею в да. виду такие вот моменты, как медитация, например, Мгм. вот как КПТ, работа с мыслями потом. Ну, вот такие вещи я соединил, потихоньку соединял в едино. Я все вот эти направления развивал одновременно. Я их все использовал одновременно, развивая их. То есть постепенно через тренировки усовершенствуя вот эти все механизмы, понимая, как они работают, понимая, как с этим работать, то есть ты получаешь, во-первых, ответы на свои вопросы, потому что э, один из моментов закручивания вот в эти расстройства, это незнание. Это наше незнание. А наш мозг так устроен, он боится неизвестности. Неизвестности. Если что-то тебе непонятно, у тебя автоматически возникает страх, тревога. То есть на примере древние люди, когда шли раскаты грома и молния сверкала, они убегали, прятались там в пещерах, накрывались шкурами, там все, они тряслись. Но как только наука объяснила, что это два фронта, теплый и холодный воздух сходятся, то есть горячий там, холодный, и получается электрический разряд, все, мы не убегаем, гром гремит, просто под деревом как бы не становишься, понимаешь, что разряд может влупить, хотя это там один случай на 10 тысяч там, или на На 100 тысяч, миллионы. или на миллионы, да. И ты же уже не бегишь там, не трясешься, никуда не прячешься. То есть у тебя есть понимание, что это происходит. Вот так оно происходит в выходе вот с этого тревожно там, либо тревожно-депрессивного. Кстати, КПТ даже хорошо справляется с биполярным расстройством, с биполяркой. А в биполярке, как и, по-моему, в шизофрении, там уже идет именно нарушение физиологическое, именно неправильная выработка вот этих химических веществ, там серотонина, там, наверное, вот уже именно это уже физиология. И то, и зная КПТ, освоив все эти механизмы понимания, как оно, что происходит, можно неплохо справляться с биполярным расстройством. Ну, конечно, препараты там применяют, люди пьют препараты, чтобы там балансировать вот эту выработку химических веществ, которые влияют на наше вот это настроение там. Но я даже вам скажу, если хорошо освоить, то даже при биполярке можно, наверное, не пить препараты. Но это большой труд, это много чего нужно изучить. Не просто читать и заучивать там, как стихотворение. В психологии так не работает. А именно осознание, понимание того, что ты читаешь, как оно происходит. Вот такие вещи. Вот такие вещи. Так, пойдем еще по вопросам. Уже много вопросов. Второй вопрос. Я научился отбрасывать негативные мысли, и они не вызывают ощущения. Вот, буду строить и готовить. Вот вы видите сами, как это работает. Мысли работают по нам, когда мы их начинаем думать, обдумывать. Все.
тогда мы попадаем в ловушку, мы начинаем раскручиваться. Еще в депрессии негативные мысли. Второй момент. Чем больше ты думаешь эти мысли, тем их больше становится. И, соответственно, чем меньше ты их думаешь, вот этот способ ты от них отделяешься, там выбрасываешь или другим способом, то их меньше становится. Потому что мозг видит, что тебе эти мысли не надо, и он тебе их меньше, 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 они начинают приходить, он меньше, меньше начинает их посылать. И постепенно, постепенно, постепенно эти мысли все, он их убирает, они исчезают. У меня в депрессии мысли, я помню, шли 3 суток потоком. Потоком. Что значит потоком? Между ними не было разрыва. Они шли, как лилась река. Вот она за одной потоком шли. И я помню, что я их только вот как бы в сторону успевал вот сливать их, как бы дистанцировался от них. И как-то вот я помню в сторону, в сторону, в сторону. Они идут, идут, идут. А ты все время в сторону, в сторону. То есть я что-то делал, а они мне идут. Они не дают тебе что-то делать. Ты вроде что-то делаешь, а они тебе потоком, они тебе потоком, потоком. Только через 3 суток, ну, я имею в виду днем, ночью ты как-то, ну, там уже ночь не помню, а я имею в виду, четко запомнил, 3 суток днем, с утра до вечера, бились потоком. На 4-е сутки между ними уже появился как бы некий промежуток. Они как бы уже стали с интервалом промежуточным приходить. Вот одна, потом 2, потом 3. То есть одна за одной, но уже с интервалом. Потом этот интервал больше, больше, больше увеличился. То есть они меньше, меньше. Разрыв между приходом этих мыслей начинал увеличиваться. Но я начинал с потоков. Поток. Все, тебя захватывают негативные мысли полностью. Я еще помню, что я как-то понял одну вещь, один закон для себя. Это не садись и не ложись. Потому что если я садился либо ложился, тебе так плохо они захватывают. Все, они меня полностью захватывали. Они вот как куча саранчи нападали, и все, они меня полностью забирали. А от них тебе плохо, тебе реально от них плохо. Вот это я помню хорошо. И я как-то для себя вот понял, что как бы тебе тяжело не было, а тебе тяжело, не садись и не ложись. Как только ты лег, все. Ты полностью в их власти, получается. Они тебя полностью как бы захватывали. Но это мой опыт. Это было так у меня. И поэтому я, даже кто ко мне обращается, говорю, не садитесь и не ложитесь. Потому что на ходу, как бы ты там, тебе плохо не было, ну как бы ты там шевелишься, кое-как ты шевелишься, но на ходу как-то полегче с ними работать. На ходу как-то полегче с ними работать. Ну, возможно, у каждого будет свое, я не знаю, но это я рассказываю именно со своего опыта, как вот было у меня. Так, автоматом будет выдавать ответы на когниции, как и на тревожные мысли. Когниции. Со временем мозг автоматом будет выдавать ответы на когниции, как и на тревожные мысли. Ну, конечно, как мы его научим, так оно и будет происходить. Просто потом со временем заметите, что, что ваш мозг убирает мысли без вашего участия. Вы там не нужны. Он сам это делает. Я потом это увидел. Ты же его обучил? Ну, конечно. Без обучения он сам Конечно. не будет. Ты его обучаешь. Вот то, что ты делаешь, он видит, как ты это, что ты делаешь, что хозяин, вот их убирает. Значит, он делает вывод, что они не нужны. Но там как интересно происходит. Сначала он тебя как бы одновременно сам ловит и запихивает, и одновременно он как-то обучается, видит, что хозяин делает.
И что интересно, вот это и есть момент, как я говорю, в какой-то момент он перейдет на вашу сторону. Вот это и есть, вот это, наверное, и есть этот момент перехода вашего мозга на вашу сторону, когда он начинает это делать без вашего участия, убирать эти мысли. Я это видел. Ты уже все, ты не применяешь никакой прием, а он их как бы чик вы там выкидывает. Вот я эти моменты помню. Я думаю, оба, нифига себе, ё-моё. Так, идем дальше. Буду строить со временем. Так, здорово, Александр. После экстрасистол дискомфортное ощущение бывает в области солнечного сплетения. Ощущения очень неприятные. После даже нагрузки не получается делать, сразу плохеет. Сердце проверено. Проверено. Вот Bosch. Bosch. Ну, обозначение Bosch. Человек себя обозначил Бошем. Это очень вот интересная штука залипания. Я по себе. Я даже вот иногда где-то ты какую-то ситуацию попадешь, такую чик, тоже что-то где-то слегонца включится. Слава, потух компьютер. Да тоже что не нужно. Вот. Смотрите, у вас будут эти проявления, всякие телесные проявления. Они будут держаться ровно столько, пока вы будете сомневаться и про это думать. Сомнения вызывают тревожность, и они держат эти проявления. Это очень интересная штука такая. Пока ты сомневаешься и про это думаешь, оно у тебя будет. Ты как будто сам их держишь своим мозгом, думание про это. Понимаете? И вот если у вас хоть на йоту будет сомнение, что может у меня там действительно чего-то, вот там сердечко или чего-то, вот ты вроде бы уже прошел там все, там тренируешься, там раз, ты все оттренировал, вот. Но все равно ты где-то чуть-чуть засомневался, все, оно у тебя будет. И ты будешь залипший на этом ходить, думать про это. Понимаете, как оно работает? Почему я где-то говорил и говорю, что выход с этого состояния это абсолютная вера. Абсолютная вера в том, что ты там здоров и так далее. Понимаете? Абсолютно. Если вы чуть-чуть засомневаетесь, вот хоть, понимаете, вот хоть на чуть-чуть засомневаетесь, все, оно у вас будет. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, потому что за собой замечаете, это ваши сомнения. Ваши малейшие сомнения, все эти проявления держатся. Ты их держишь своим мозгом. Ты их держишь, думая про это и сомневаясь в том, что нет, я здоров. И говоря себе, нет, я здоров, но там на подкорке ты сомневаешься, что ты здоров. Понимаете? Вот такие очень интересные вещи, и они настолько тонкие, я замечал, что они настолько тонкие. Вроде бы я и не верю, но где-то остается зернышко сомнений, и все, и у тебя оно держится. Все, ты ходишь, и вот он все наблюдает, вот у тебя это происходит, эти ощущения, и все, и ты на нем заикаренный, ты вот автоматически, твой мозг все время на этом висит, и все время эти проявления ты ощущаешь. Вот эти моменты вы увидите за собой. И вам будет думаться, ну, вроде бы я и не думаю, вроде бы я не сомневаюсь, но на самом деле вы сомневаетесь и фиксируетесь на этом. Просто ваше сомнение небольшое, а оно маленькое, и оно держит. И оно держит эту симптоматику. Ну, это уже там не яркую, например, держит симптоматику, но оно держит эту симптоматику. Это сомнения. Если вы глубже посмотрите в себя и увидите, что все равно где-то вы там чуть-чуть, вот чуть-чуть, но вы сомневаетесь, что а вдруг, блин, может, вот так оно.
думание, что не полностью веришь, что ты здоровый, а долю сомнения все равно ты имеешь. И поэтому оно у тебя будет держаться. Добрый день, невротики. Так, как же в точку начинает крыть, ты начинаешь метаться и думать, что же применить сейчас, и пошла цепная реакция. Я сказал, круто, буду пробовать. И помните, ребята, запомните одну вещь. Вот это, как отче наш, запомните. Как Джон Кэха говорил, вбейте себе в голову. Многие из вас будут сомневаться, будут что-то пробовать и говорить, ай, у меня не получается, наверное, это неправда, наверное, вот это он И у меня не получится. Слава, не перебивай. Наверное, это он какой-то там специальный, наверное, у него там что-то другое было, а у меня, наверное, что-то другое. Вы делаете раз, два, ну, условно, какое-нибудь упражнение. 3, 4, 5, 10, 15, 30, 100, 150, 800. И потом останавливаетесь. Вы как бы делаете вывод, да что-то оно ничего не работает. Ваша ошибка в том, первое, вы не анализируете. Это раз. Вторая ошибка, это ваши сомнения. Как я говорил, делать нужно столько, сколько надо. Вот пример Василий, который был у нас летом на эфире. Он с Питера приезжал к нам. Мы с ним сейчас общаемся. Он говорит, я говорил ваши слова, и потом он еще другие подобрал, там синонимические. Жизнь прекрасна и хороша, она полна радости и счастья. Я говорил сотни тысяч, наверное, раз. Сотни тысяч. Думаетесь там в эти цифры там. Я тоже, я не считал, сколько я говорил. Я просто не считал, сколько я говорил. Я говорил столько, сколько надо, пока оно не начинало работать. Понимаете? Поэтому беда людей в этом расстройстве, невротиков, что они не идут до конца. Они разочаровываются, они делают неправильный вывод. Зачастую мозг тебя обманывает. Он тебе говорит, а не делай это, тебе это не поможет, тебе это не надо. Вот эти мысли, которые ваш мозг привык жить по-старому. Он не хочет, ему, это вам плохо, ему неплохо, ему нормально. Он там балдеет, он над тобой стебается, но он этого не понимает. Ему нормально жить так вот. Так вот думать, как он думает, понимаете? И перетренироваться, он ленивый. Ленивый мозг, он не хочет перетренироваться, поэтому любыми способами он вас будет заводить в заблуждение, чтобы вы этого не делали. Хотя он очень хорошо тренируется. Наш мозг очень пластичен, а значит он поддается хорошо тренировке. И тренировке он поддается в любом возрасте. В любом возрасте. Так, чтобы вы понимали, кому там сколько лет, это без разницы. Мозг это не про года. Мозг поддается тренировке в любом возрасте. Но привыкший жить так, как он живет, он не будет хотеть это делать. Но потом, когда ты его заставляешь, ты делаешь, его не слушаешь, он тебе говорит, ты делаешь, и вы просто там со временем, там, ну, не через неделю, не через месяц, а через длительное время заметите интересную штуку, когда ты начинаешь какой-то новый прием себе там развивать работы, то у тебя быстро это начинает получаться. То есть это говорит о том, что ты уже обучил свой мозг тренироваться, обучаться. То есть ты сам, уча свой мозг, научил его обучаться.
как бы самому обучаться. Он потом там вещи тебе помогает, уже потом на твою сторону переходит, он уже там сам начинает работать, то, что я раньше говорил. Вот. Вот это то, что я вам рассказываю. Многие из вас сейчас будут думать, ё-моё, вот мужик дает, вот это чешет, фантастику какую-то рассказывает. Но это не фантастика, ребята, это не фантастика. То, что я рассказываю, это было со мной. И то, что мой мозг делал, я сам поражался, как это может быть, но это происходило, понимаете? Уже подтираются многие вещи, то есть, в смысле подтираются, стираются в сознании, потому что, когда ты этим не пользуешься, то мозг это стирает, то есть он убирает эти нейросети как ненужные человеку, потому что, ну, скажем так, если у вас стоит, например, дома какой-то предмет, условно старый утюг, а вы купили новый, и вы уже белье гладите новым утюгом, то что старый утюг вы потом в конце концов куда-то забрасываете, потом в конце концов выбрасываете. Все, у вас его больше нету. Вот точно так делает мозг. Если ты не пользуешься какой-то информацией, не пользуешься ей хотя бы периодически, либо часто, он у тебя потом, практически ее сотрет. Да, что-то оно, конечно, безусловно, останется, но основное там, какую-то, скажем, часть, оно, мозг у тебя это все сотрет за ненадобностью. За ненадобностью. Даже вот вы можете посмотреть на примере Алексея, Лехи, где мы снимаем с ним вот этот как бы диалог в записи. И вы заметьте, как он сказал, если бы ты, Саня, мне не напомнил, я бы этого и не вспомнил. Вот вы увидите там такую фразу. Потому что он прошел через это расстройство свое, вышел с этого состояния, и все, его мозг, то есть эти нейросети, а как мозг их убирает, они просто исчезают. Ненужное нам мышление, оно исчезает. То есть оно вот, скажем так, как напряжение тока, вот в розетку ты вставил, напряжение пошло. Если с розетки вынял, оно просто исчезает, это напряжение. Вот оно, чих, все, выключается, его нету. Вот точно так происходит в мозгу. Ненужные дорожки, ненужные там вот эти, то, что тебе не надо, про что ты там не думаешь, мозг просто убирает эти дорожки, вот эту нейросеть. Он как бы выключает, она исчезает просто, исчезает и все. Да, там в библиотеке что-то остается, но само вот это мышление, оно как бы исчезает. Наверное, потом ты его можешь вернуть, потому что там где-то в нашей библиотеке в памяти оно что-то сохраняется, ты можешь оттуда чего-то достать и возобновить снова это мышление через воспоминания, снова думать про это начать. Но, то есть эту нейросеть снова начинать ее формировать. Вот. А так, если ты ей не пользуешься, она как бы исчезает. О, как я рассказал. О, блин, как я предполагаю. Так, пойдем дальше. Добрый день, невротики. Нужно время и помогает именно практика. Александр, вы сами через это проходили или вы психолог-консультант? Вот, я думаю, сегодня вы получили ответ на свой вопрос. И если вы посмотрите канал наш, есть у меня, как-то запись это, моя история, да? Моя история. Посмотрите, да. вам посоветую. Самое главное, там, она на первой странице. На первой странице называется «Моя история». Там еще запись у нас такая плохая, но слышно там хорошо то, что я рассказываю, и вы там получите ответ, кто я. Кто я. Я знаю, кто я. Вот. Поэтому так, идем дальше.
Здравствуйте, Александр. Подскажите, пожалуйста, как вызвать у себя вдохновение и хорошее настроение? Смотрите, Юлия, вдохновение и настроение. Вдохновение зарождается в районе живота. В районе живота. Вот вспомните, Юлия, когда вы с парнем, вот первые встречи с парнем, то у вас было такое эмоциональное чувство, вот то, что называют бабочки в животе. Вот бабочки в животе. Вот если вы вспомните то время, вот если у вас есть такие как бы воспоминания, и вы вспомните те чувства, Не забывай про благодарность. вспомните те чувства, вот это и есть зарождение как бы эмоций, зарождение эмоций. Но я ее научился вызывать сам осознанно, то есть я тренировал, а может лучше сказать, да, я сначала их возвращал, радость, я специально эту эмоцию возвращал, сначала как бы сам себя зарождал и возвращал, потому что ты за долгие годы у меня, я забыл, что такое смех, радости оно вообще не было, и мой мозг забыл, что это такое, и я рассказывал, как я даже начинал смеяться, я только мог растянуть вот так улыбку, больше я ничего не мог сделать, и постепенно, день за днем я учил себя расхохотать. А уже как я сейчас смеюсь, то есть через буквально там 5 секунд я где-то в эфире показывал, что у меня даже слезы пошли, что я себе вызвал смех там буквально за 10 секунд, так, что у меня слезы пошли. Вот. И поэтому задача вернуть и научиться овладеть, регулировать свои эмоции. Понимаете? Регулировать свои эмоции и менять свои эмоции, либо давить эмоцию. Любая эмоция давит другую эмоцию. Если у тебя появился страх, конечно, если он у тебя не сильный, когда парализует, там ты ничего не сделаешь. Но практикуя, тренируя вызывать у себя эмоцию, ты потом можешь, например, злостью или эмоцией такой вдохновения, радости, смеха подавить, например, эмоцию страха. То есть именно работать вот как с мыслями, точно так можно работать и с эмоциями. Ты можешь специально, научившись вызывать эмоцию, можешь вот эту появившуюся эмоцию, ну, спонтанно, скажем, ты можешь осознанно подавить своей другой эмоции, то есть вызвать как бы другую эмоцию и задавить вот эту возникшую эмоцию. Я это делал. А если что под силу одному, то под силу и другому. Понимаете? Мы все люди одинаковые. А значит, если кто-то один умеет это делать, то значит, это могут делать все. Понимаете? Просто нужно осознавать, понимать, тренировать, упорно работать. Как я сказал, в этом расстройстве нету полумерков. Нету 1/3, нету половинки, нету четвертинки. Здесь либо, как говорят, пан, либо пропал. Серединки здесь не будет. Вот. Только тренировками, упорством выходишь с этого состояния. Поэтому, ну, это я про уже глубокий невроз рассказываю. Почему многие люди, они не могут выйти даже всю жизнь с этого состояния. Первое, нету поводыря, кто бы вел, понимаете, человека, кто бы вел. И второй момент, это сила духа, упорства. Сначала очень тяжело, но постепенно становится легче. За счет твоих навыков тебе легче и легче это все становится развивать. Это постепенный процесс. Сначала очень тяжело. Я помню, этот серотонин подымал, я только себе подыму
он снова падает. Получается, что на депрессии, это уже когда я убрал мысли. То есть мне было плохо, но я отрабатывал мысли, потом у тебя вот подавленность как бы остается, потому что у тебя маленький, потому что у тебя уже мозг не вырабатывает нужную норму серотонина, и поэтому ты находишься постоянно в подавленном состоянии, вот в душевной подавленности. И нужно его, я постоянно возвращал. Я только эмоции его чуть-чуть себе активирую, мозг активирует, и тут же назад ты просаживаешься. Чуть-чуть эмоции активирую, и тут же назад просаживаю. И вот так я тоже днями, вот раз, и по чуть-чуть, оно, у меня серотонинчика там он удерживался, то есть его уровень поднимался, укреплялся, и вот так я себя выводил. Хотя мне были выписаны препараты, один из препаратов, блин, как-то он называется, кстати. Как-то он называется, надо когда-нибудь выписку свою взять у меня там с этими препаратами. Я просто эти препараты, я их не пил и как бы не запоминал. Вот два я запомнил, этот лирику, потому что пару раз пил. Ну, препарат, он как бы его действие, это как-то называлось выравнивание настроения. Вот какой-то препарат был. Вот его название не могу сказать, не помню. Именно какой-то препарат там у меня было назначено на 6 или 7 там препаратов разного вида, там транквилизаторы, кутипин, там антидепрессанты, там чичи, вот этот выравниватель настроения. И как я рассказывал, мне нужно было пить около 8 разного рода, как я их называю, пилюль и капсул в течение дня. Вот по набору получалось в районе, наверное, там плюс-минус 10 вот, таблеток, а видов было назначено, то ли вот не помню, что-то то ли 5, то ли 6, то ли 4 вида разновидностей пить, а все они в сумме именно по капсулам и таблеткам составляли около 10 этих капсул и таблеток нужно было пить мне в течение дня. Я помню, что-то пару дней попил, потом я это все в тумбу поставил, ничего не пил, потому что я как-то не верил в таблетки. А почему я не верил? Наверное, потому что когда через 3 года обратился, 3 года я вообще никуда не обращался, а когда через 3 года обратился уже, начал немножко, мы с женой начали искать, а что это со мной, и куда это относится, и что это такое, начали понимать, что это какой-то психология какая-то, тогда ты вообще не понимаешь, что это такое вообще, это псих ассоциировалось. Это вот, которые в дурдоме лежат, вот это с головой куку, вот это, начинали понимать, что некое это направление, но тогда уже мне такого страха не было, что это там в дурдоме лежат вот эти, тех, которые с головой куку, потому что все равно в современном мире ты уже как-то потихоньку где-то вот как-то информацию некую где-то ты понимаешь, там добываешь, хотя я на 3 года, я говорю, у нас компьютеры, так дочка играла, какой-то квадратный стоял, я вообще не понимал, что со мной происходит. Я думал, что я один на белом свете такой. Вот такой какой-то, вот стал таким, не таким каким-то. Что я только один, все люди как люди, а со мной что-то происходит, а что со мной происходит, да черт его знает. Вот как Леха рассказывал, говорит, со мной то, а что черт его знает что, понимаете? А уже потом на года 3, на 4 там, все равно ты как-то где-то что-то там раз, мне как-то дядя сказал, у меня что-то такое там было такое. Ты уже чуть-чуть, что, значит, вот у дяди было, чуть-чуть оно, зернышко какое-то откладывается. И вот вернусь к таблеткам. У меня, наверное, сформировалось это убеждение, что таблетки не помогут, либо они, что они мне не помогут. Именно когда я пил, я около 2 лет пил стимулатон. Стимулатон такой антидепрессант есть.
А? Бесполезно. Хотя считается он один из таких эффективных, Да? которые, да, которые, ну, заходят людям, как бы, ну, восприимчивость людей, он больше охват делает. Вот. И стимулатон, но он мне какого-то там изменения особого он мне не давал. И вот, наверное, у меня вот с того времени, у меня потом хуже становилось, хуже как-то. И у меня, наверное, с того времени и сформировалось вот это убеждение, что вот эти таблетки разного рода, они мне не помогут. Вот это я помню хорошо, что таблетки мне не помогут. Вот у меня укрепилось вот это убеждение в голове. Вот, и поэтому я не пил, хотя, говорю, выписывали там. Пробовал, вот, как я говорю, пару раз лирику пить, кутипин такой есть. У вас, ну, там, кто с России, как-то по-другому называется. Купинекс. Купинекс, да, у нас, ну, Купинекс или Кутипин, вот что-то вот это назвать. Такие розовенькие, маленькие такие таблеточки, вот маленькие розовенькие такие. Купинекс, так. Ну, они там, наверное, уже породнее идут. Копинекс, Кутипин, ну, все это одного рода препараты. Вот. И поэтому я не пил, хотя мне очень было Плохо, да? полное было, как хочется сказать это слово нехорошее, ну, полный гипс. Очень тяжело. Мне было очень тяжело. Очень тяжело, блин. Вот сейчас немного как вспомнишь, так, ну, не передергивает, но все равно вот начинаешь, вот я вижу себя сейчас в комнате, как плохо было. Вот такие, ребята, дела. А вот теперь я сижу перед вами. Перед вами. Помогаю вам. После того, что со мной происходило. Вот. И сейчас я скажу, сколько это прошло. Вот я выходил 20-21. Вот 20-21 год получается. То есть я уже где-то в начале 22-го уже нормально себя чувствовал. И вот тогда, вот Алексей говорил тогда 21, вот тогда я стал Алексею помогать. Я заметил этого парня на кофе, мы там когда ездили пили, что вот, ну, по признакам заметил, что у него расстройство. Он топчется, вот он куда-то все время дергается, вот он залипает у себя, вот с разговора выпадает, вот залипает, бух. Ну, я вижу, что с человеком что-то, ну, ну, я понимал, что с ним происходит, что у человека тревога там, вот. И вот тогда мы начали с ним работать, и, ну, я не был такой уже там мощный и стойкий, но я понимал, что помогая ему, я как бы, блин, это мой первый как бы опыт, и он, скажем, он очень сложный был. Это то же самое, что ты, не умея ездить, сразу на наш БелАЗ садишься, не на легковую машинку, а сразу на БелАЗ садишься, и тебе нужно ехать на ней, да. Вот Леха был вот этим БелАЗом. Мне как бы не было человека там с легкой какой-то там, ну, где легко отработать там и так далее. А вот он был настолько его захвачен обсессиями, ему управляли вот эти обсессии, ему что мозг говорил, он то и как бы и делал, перепроверял постоянно. Вот эта дереализация его лупила, как он говорит, я старался ровно вилку взять, то есть вот эти искажения, у него там куча миллионов вопросов, у него там мысли он догонял, убегали, там, ну, там, если бы вы со стороны посмотрели, то вы бы реально думали, что это, ну, человек уже, он, все, он, как вам сказать, он уже к нормальной жизни не вернется, то есть там уже полный гипс, вот, да. Вот если на то время со стороны было на него посмотреть, вот, что с ним происходило, там, он неадекватность полную говорил, у него там было черти что, и бантик сбоку, вот. Так. Бывали у вас панические атаки во сне, прям в момент засыпания? Так, на это ответили. Так, не забывайте, ребята, поддерживать нас именно там какой-нибудь копеечкой, там
на Всё пачку да, закреплено. мороженого, там Скажи. ссылки все закреплены, потому что, как я уже говорил, работаем на собственных таких Значит, да, на собственные средства. на собственные, да, средства, собственным таким рвением, скажем, помочь людям. Вот. Но все оно, конечно, за собой тянет финансовый след. Что бы вы ни делали, везде нужны деньги. Деньги. К сожалению, современный мир, он такой. Куда ни крутанись, везде нужны финансы. Поэтому с миру по нитке, голому рубашка. Поддерживайте канал. Вы, поддерживая нас, вы получаете информацию, которую вам, Покупают за деньги. да, Тренеров. которую вам не каждый психолог расскажет, когда вы пойдете на платное занятие, то есть на прием. А зачастую многие из вас в ваших городках там и в весях вообще их нету, этих психологов, и до них не, ну скажем, вам далеко ехать на автобусе. Вот, поэтому поддерживайте канал, поддерживайте, если вы хотите, чтобы мы продолжали вам помогать. Вот, так, буду строить и со временем мозг автоматом будет выдавать ответы на когниции, как и на тревожные мысли. Здоров, Александр. После экстрасистства дискомфортные ощущения не получается, дело сразу плохеет, сердце проверено, ощущения очень неприятные после даже нагрузки. После нагрузки, да. Вот еще, Бош, посмотрите, у меня ролик с гантелями есть. Вот там я рассказываю вот эту трактовку мозга. Не делай это, а то будет плохо. Вот постоянно любая физическая нагрузка у меня трактовалась: не делай этого, не делай этого. И ты как только начинаешь там быстро идти, либо я вот рассказывал про дрова колоть, у тебя сразу там сердечко, и тебе как бы плохо становится, бу-бу-бух, то есть страх, у тебя, по тебе страх работает, и все, и тревога тебя все вот эту производную выдает, но ты все равно, ты, блин, пугаешься, но все равно делаешь, и вот так проходишь эти триггеры, вот эти ситуации. Иного пути, ребята, нету, иного пути нету. Многие из вас, особенно девушки, я думаю, девушки, они боятся получить дискомфорт, они не хотят его, они не хотят этих ощущений, они не хотят этой тревоги. И они не идут в ситуации. Они начинают себя как бы делать, ты начинаешь делать избегание. То есть ты начинаешь закрываться, так называемая золотая клеточка. Я так называю. То есть человек, боясь идти в ту ситуацию, где он знает, что ему будет хуже, будут болевые ощущения, потому что будет идти усиление тревоги, человек начинает избегать этих ситуаций. И тем самым он себя загоняет в золотую клетку. Он не живет спокойно, он все время живет с ограничениями. Но я еще замечал такой момент, как оно увеличивается. Сначала у тебя одна фобия появляется, потом вторая, потом третья, а потом эти фобии начинают нарастать, как снежный ком, и в конце концов у тебя становится для тебя мир опасен. Может быть такие вещи. Поэтому, ребята, как бы тяжело ты не переносил, как бы тебе плохо не было, входя в ситуацию, нужно идти, Оно пройдет, рано или поздно оно пройдет. Я просто вспоминаю, как я на машине ездил, сбоку, как я рассказывал на пассажирском сиденье. Я думал, это никогда не закончится. Мне приходили мысли, что это никогда не закончится. Потому что ты каждый раз едешь, и тебя каждый раз крутит. Потому что я за 10 лет, у меня постепенно так уже все укоренилось. А чем больше ты находишься, тем больше нужно времени вырывать. Вот это как сорняки из себя. Вырывать. И я думал, что это никогда не закончится. Но я как-то шел. Я понимал, что мне нужно идти. И приходили мысли, что никогда не закончится, но
Но я уже занимался, я вот от мыслей там отделялся, я видел, что то, что мне Анна рассказывает, как оно будет, что оно так и происходит. И я ей верил, и я ей верил, вот, то, что она мне говорила, потому что то, что она мне говорила, то и происходило. То, что, и я вот как-то я понял, что, может, она где-то мне сказала, что вы как бы выйдете, и вот я понимал, что мне один из моментов понимания, что мне нужно идти. Что мне нужно идти, как бы тебе вот там страшно не было, и вообще в общем понимании, что мне нужно идти, не останавливаться, потому что если ты остановился, ты застрял, все, ты застрял на месте, ты не двигаешься дальше. А чем больше ты идешь, не останавливаешься, тем, скажем так, наверное, быстрее ты выйдешь, чем ты остановился и застрял. Поэтому двигайтесь, как бы тяжело не было, двигайтесь, 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 двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь. Потом у меня уже это вошло, как я настолько увлекся этими тренировками, что мне уже потом на каком-то на этапе, я вот с утра, ты вот все, ты формируешь это все одно за другим, и так в течение дня. Ты ту-д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 у. То есть ты уже в привычку это все вводишь, в свою привычку все время тренироваться. Тренироваться регулярно, с утра до вечера, первое время и ночью. Потому что у меня был страх перед сном, я тоже учился спать, я учился выдерживать панические атаки ночные. И то есть я был в круглосуточной вот этой мишуре. Винегрета, как, в этом винегрете, как это я называю. Вот. Вот мне пишут, ламотриджин. Нет, вот у меня выписывали не ламотриджин. Вот какое-то другое название было. Другое название. Но я выписку свою могу взять в следующий раз. То, что я называю своим дипломом. Многие спрашивают, ваш диплом. У меня есть диплом. У меня есть диплом жизни. Диплом жизни, да. Диплом прохождения всего этого самому с помощью специалиста. И выписка оттуда, куда все боятся попасть, понимаете? Я ее называю просто дипломом, моим дипломом. Есть такой фильм, он называется, как-то он называется, Заговор, фильм такой есть. Так там есть такая интересная фраза, мужчина говорит, у него спрашивают паспорт, предъявить, они там в какой-то город заходили, ну там такое интересное, но он глубинный, там, если вы не понимаете, он для вас нудный будет, там по психологии фильм такой, и у него спрашивают паспорт, он говорит, зачем мне паспорт, если я знаю, кто я? Паспорт нужен тому человеку, чтобы паспорт ему напоминал, кто он. А если я знаю, кто я, то мне паспорт не нужен, понимаете? Вот. Вот такие штуки. Кветиапин. Вот тут уже Кветиапин, да, все верно. Кветиапин. Ну это кутипин, нет, там Это он и есть кветиапин. Нет. Кутипин и кветиапин это одно и то же. Нет, я про выравниватель настроения, там какое-то другое название было. Я не про эти, это как их уже, не транквилизаторы, а кутипин, это нейролептики, по-моему. Я особо не погружаюсь в эти препараты, потому что разбирать их на запчасти мне это не надо. Я иду в направлении именно тренировки мозга, потому что человек может выйти навсегда с этого состояния только когда постепенно тренируясь тому, чему я рассказываю, он приобретает веру в себя. Он приобретает веру в себя, а значит что? Уходит страх, уходит тревога.
А препараты это как помощники, это они поддерживают, ну, еще называется в психологии, ну, некрасивое такое название, костыли. Костыли. То есть они поддерживают себя как-то препараты, но они не решают задачи, ребята. Препараты не меняют мышление. Вот в чем дело. Они могут притормозить, затормозить, понимаете? То есть воздействие на нейросеть, ты вот как заторможенный ходишь, мысли у тебя плавают, ты не можешь в кучу собраться. Вот воздействие именно вот такого плана. Понимаете? Но они с мыслями ничего не... То есть они не поменяют, они не уберут вот это мышление препараты, потому что это только мы можем сделать сами. Поменять свою нейросеть мы можем только сами. Больше никто нам это не сможет сделать. Никто. Единственное, вот, ну, то, что направлять, например, я могу, либо психолог, направлять, помогать, но поменять, воздействовать туда, в основном ты должен сам. Сам. Никто за тебя это не сделает. Оно твое личное. Оно твое личное. Вот. Вот такие дела. Ну все, ребята, спасибо за ваше присутствие. Поддерживайте канал. На сегодня эфир все мы заканчиваем. И еще по вопросу, если вы будете хотеть увидеть полную записи с Алексеем, там где мы употребляем спиртные напитки, то напишите в комментариях, чтобы мы понимали, чтобы вы на нас не злились, что Алексей применяет много там матерных слов, что мы пьем там водку, да еще и покуриваем там, и даже я закурил в камере там, да. Поэтому все, на сегодня заканчиваем, вы нас услышали, и не забывайте нас поддерживать. Все, до новых встреч.